Привет всем тем, кто включил этот видеоролик. Я сейчас нахожусь в Геленджике, в большой сосновой роще. В этом видеоролике хочу вам показать маршрут к морю. Здесь очень крутые высоты, 80 метров над уровнем моря. Есть одна единственная тропинка, вернее, точнее сказать, их две. И вот по одной из них мы спустимся. Желаю вам приятного просмотра. Давайте начнем наш путь. Это большой бор пицунской сосны. Ну, вообще в России 1100 гектар. Из них известно, что 950 находится в Геленджикском районе, примерно от хутора Джанхот и до села Кабардинка. Это лишь, конечно же, небольшая часть этого соснового бора. И вот, в принципе, основная дорога, по которой можно пройти, к счастью, не проехать. Машины сюда не пускают. Вот такая достаточно широкая. В принципе, она, пожалуй, единственная. Есть, конечно, и другие тропки, по которым можно дойти, но все-таки все, кто приезжает сюда, в это место, как отдыхающие, так и местные, пользуются этой дорогой. Здесь есть возможность прогуляться среди этого замечательного дерева пицунская сосна. Ну, конечно, здесь произрастает не только пицунская сосна, растут еще и другие сосны, и крымскую, пожалуй, можно и черную встретить, и другие лиственные растения, но все-таки это основное дерево, которым Геленджик очень гордится. Нам повезло, мы встретили ящерицу безногую, вот она, называется она желтопузик, не знаю, видите вы или нет. Вон она поползла, эх, все, спряталась. В общем, многие путают эту ящерицу со змеей, потому что она безногая. Но если приглядеться, пасть у нее, конечно, будет как у ящерицы, очень пугливое создание. Конечно же, увидев человека, она будет прятаться и уползать. Ну а так эти особи могут достигать длины полметра даже и, конечно же, пугают непросвещенных. А так я видел, как при мне мужчина свободно ее брал на руку, подержал и отпустил. Еще, как можно ее отличить от змеи, она, ну, как следует из названия, желтая, как купорос. Поэтому и желтопузик она называется. Вообще, конечно, здесь можно теоретически встретить множество животных. По-моему, сосновый бор входит в большой парк, который называется Маркот. Он назван так в честь Маркотского хребта, разумеется. Вообще здесь может проживать до 240 или 260 видов животных. Это очень много. Но вот я здесь бывал, конечно, раньше, и из животных таких интересных видел кавказскую белку. Они достаточно крупные, ухоженные зверьки, черно-серые, ну, очень красивые. Конечно, они не будут у вас просить орешков, как это делают парковые белки, но, скорее всего, они будут от вас убегать. Ну, вообще, вот по этой дороге мы можем пройти около 2 километров и выйти на такую классную обзорную площадку. Я в некоторых коротких роликах ее уже показывал. Сегодня это, конечно, у нас немножечко другая цель. Мы свернем на одной развилочке и будем спускаться к морю. Спуск очень крутой, поэтому нужно одевать очень удобную обувь. Вот здесь такой ориентир. Это заброшенное здание. В принципе, здесь нет никаких развилок, надо просто продолжать движение дальше. Здесь, кстати, относительно чисто, хотя некоторые свинолюди оставляют свой мусор, бывает такое, но в целом, конечно, здесь помимо того, что классная экология, еще, в принципе, основная, это большая масса людей старается не мусорить здесь, поэтому, конечно же, если вы вдруг посмотрите мой ролик и захотите сюда приехать, то, пожалуйста, тоже следуйте таким правилам. Весь мусор возите с собой. Не будьте как эти. Ну вот уже тут такие обрывы начались. Здесь достаточно высоко. Еще не так, конечно, как будет над открытым морем, но высоко. Надо быть аккуратным здесь. Вот такое дерево, видимо, ветер уронил. Ну или со временем просто грунт под ним осыпался. Вот здесь хорошо видно тут обрыв. Очень красиво и опасно одновременно. Ну, как вы успели заметить, сегодня чудесный такой денек. Солнечный, теплый. Так, по дате сориентируюсь, сейчас конец мая. В Геленджике около 20 градусов. Но такая погода держится уже давно, поэтому воздух прогрелся хорошо. И вот эти 19 градусов очень комфортные. Если на вас одеты сандали, шорты и футболка. Солнце пока так ласкает, еще не жарит.
таскает. Хотя вот уже третий день в Геленджике дует сильный нордост. Если находиться где-то в районе Марковского хребта, в самом Геленджике, то вы ощутите вот этот сильный ветер. Порывы достигают сегодня до 35 метров в секунду. Это, конечно, серьезный такой северо-восточный ветер. И даже, я бы сказал, опасный. Ну а здесь ветер не ощущается, потому что мы находимся в районе хутора Джанхот, далеко от хребта. Здесь, по сути, ущелье и свой такой микроклимат. Вот отличное такое место посидеть и сфотографироваться. Ну, по сути, фотозона. Ну вот у нас на пути первый такой перекресточек. Если вы вдруг сюда приедете первый раз, то прямо это можно подойти к обзорной площадке. Замечательно, я о ней уже упоминал. Я же первый раз сверну налево. И вот эта дорога налево должна меня вывести к морю. Посмотрим, что получится. Посмотрим, какой маршрут. Но я полагаю, он будет в любом случае очень крутой. Потому что, как я сказал, вообще здесь высота вот на этих крутых обрывах, на этих склонах скальных 80 метров над уровнем моря. Это очень много. Потому что вообще высота, вот если так вот пример привести, самый банальный, пятиэтажного дома метров так вот в среднем 15-16. Ну, представьте, да, какие высоты здесь. Ну вот еще одна развилочка. Чувствую, что нужно свернуть направо. Это, наверное, логичнее будет, потому что налево это мы будем вдоль береговой линии идти. Нам надо прямо. Ну вот, продолжаю спускаться вниз, все ниже и ниже. Тропинка здесь, как можете видеть, очень комфортная, широкая. А вообще, если пойдете здесь, то, конечно, смотрите под ноги. Помимо безобидных желтопузиков, водятся здесь и гадюки, и полозы. Полос, он, конечно, не ядовит, но, говорят, очень агрессивная змея, может укусить. Так, ну вот снова подошел к развилочке. Направо это, скорее всего, дорога снова к обзорной площадке. Мы же пойдем налево по этой замечательной дороге. И, в принципе, мы не так уже далеки от цели. Скоро придем. Ну, а здесь дорога еще шире стала. Уютненько как-то, комфортно. По-домашнему. Ну, знаете, чувствую, скоро будет очень крутой спуск вниз. Ну, ладно, спускаться-то это не проблема. А вот потом обратно подниматься, вот это уже будет тяжко. Надо тоже иметь это в виду, обстоятельства. Что обратно придется потрудиться. Ну вот я уже, в принципе, вижу море. Не думаю, что эта камера позволит его увидеть. Здесь очень много сосны. И, если я не ошибаюсь, возможно, это уже крымская сосна. Это такая более стройная, чем пицунская, более вытянутая. Вообще, конечно, классно здесь сбор. Ух, овражек такой тут. Первое препятствие. Оп-оп-оп. Ну, вот, собственно говоря, совсем близко. Выходим к краю, и сейчас должен быть крутой спуск. Огорожено, здесь не спуститься. Значит, надо пройти немного дальше. Такие ограждения присутствуют. Достаточно условные. Вот, пожалуй, я думаю. Вот она, тропинка. Точно, это должна быть она. Не иначе. Ой, как здесь такой теплый воздух. Невероятно теплый. Ага, вот она. Вот сейчас по этой тропинке надо спускаться четко вниз. Не знаю, видите, не видите. Вот. Сквозь сосны видно голубое море. Красота-то какая. Лепота. Ладно, идем вниз. Здесь надо быть очень аккуратным. Очень много камешков. Это очень для плоских подошв скользко. Можно очень легко потерять равновесие и упасть на пятую точку. Это в лучшем случае. В худшем можно и свалиться. Поэтому надо всегда искать опору для рук и ног. Вот так.
крутой подъем такой. Так, близко к цели уже. Тут много палаток появилось. Люди приезжают отдохнуть в виде такого кемпинга. Ну, место классное, конечно. Там тоже кто-то с советским флагом живет. Какая-то женщина. Так, ладно. Где нам лучше спуститься? Слева или справа? Наверное, лучше справа. Пока без происшествий. Без происшествий идем. Хорошо. Спускаемся. О, потихонечку. Зацепился немножечко сандали свои. Вот. Люди там имеются на этом пляже. Вот именно его называют пляж Голубая бездна. По крайней мере, на Яндекс.Картах так указано. Ну, чуть-чуть еще осталось. Совсем немножко. И здесь. Так, пожалуйста, аккуратней. Давай-ка я тебя подстрахую. Ты что, снимаешь, что ли? Не. Здесь вот так. Так, вот здесь вот из корней такая своеобразная. А нет, это, слушайте, это не корни. Это кто-то положил бревна. Ну, вперемешку с корнями. И вот такая получилась классная лесенка. Но все равно надо спускаться очень аккуратно. Упора-то нет никакого. Идем вниз. Ну, плавки я, кстати, не взял. А вода-то какая красивая. Красиво очень. Очень красиво. Прям как в сказке. У нас здесь продолжаются ступеньки вниз. И есть веревка, которой придется воспользоваться. Вот. Придется мне, наверное, камеру поставить. И все, я пошел вниз. Аккуратненько по веревочке. Ну вот, я и спустился. Вот такая здесь красота, дикий пляж. Люди есть, отдыхают. Камни здесь очень большие. Ну и галька тоже имеется, но в основном все-таки это крупный камень. Ну, я считаю, я не зря спускался. Здесь очень красиво. Видно Геленджикский маяк, толстый мыс отсюда очень хорошо. До Геленджика недалеко. Ну что, пройду немного вдоль береговой линии. По крайней мере, дойду до той скалы. Давайте посмотрим, какая водичка. Прозрачная. Прозрачная водичка, красивая. Зеленоватая. Ну-ка, на ощупь. Читал, что градусов 17 должна быть. Ну, по ощущениям, да. Градусов 17. В принципе, при большом желании можно свободно зайти в воду, искупаться. Ну, я, пожалуй, воздержусь, подожду, когда температура достигнет 20, наверное, 2 градусов. Ну вот, собственно говоря, и все. Спасибо, что смотрели этот ролик до конца. Надеюсь, он вам был полезен и интересен. Подписывайтесь на мой канал. Заходите, посмотрите другие видео о Геленджике. Я желаю всем удачи и до новых встреч на моем канале.